Belink BT4 на канале Технозон. Поехали! Привет, это Технозон. Сегодня у нас на обзоре Belink BT4 мини-компьютер. Отличная коробочка на Intel Atom X5. Почему отличная, несмотря на то, что у него стоит Intel Atom X5, который годится для каких-то очень-очень слабых приложений? Это вам так кажется. Почему? Потому что в этом обзоре мы все с вами разберем. Во-первых, это вот такая вот коробка, у которой есть, у нас, кстати, недавно был обзор Belink T4. Так вот, это фактически клон. Разница только лишь в том, что здесь VGA интерфейс, а там DisplayPort. Здесь есть и HDMI, там был HDMI плюс DisplayPort, здесь HDMI плюс VGA интерфейс. Так вот, что у нас внутри? Intel Atom X5 Z8520, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 хранилища, Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 2,4 ГГц. При этом достаточно неплохие. Wi-Fi 5 ГГц, 270 мегабит на загрузку, Wi-Fi 2,4 около 30-40 мегабит на загрузку и LAN RJ45 на 1000 мегабит, который выдает ни много ни мало больше 800 мегабит на загрузку. Это классно. На боках у нас есть 4 порта USB 3.0. Отличное решение. Плюс у нас есть с вами выход по 3.5 наушники. Такой себе стандартный вариант для мини-компьютера. И плюс у нас есть разъем для TF-карт для расширения этого самого хранилища. То есть сюда можно поставить скоростную карту памяти и будет у вас счастье. Сама комплектность. В комплекте у нас обыкновенная коробочка. Не буду делать сегодня ни распаковки, ничего, нечего рассматривать особо. Есть у нас блок питания на 12 вольт, скорее всего 1,5 ампера. Итак, 12 вольт, 1,5 ампера, я угадал. Есть у нас длинный HDMI кабель, есть у нас короткий HDMI кабель. Для чего короткий HDMI кабель? У нас есть с вами крепление для того, чтобы закрепить это сзади либо телевизора, либо монитора. То есть у нас здесь есть крепежные моменты, есть крепления и есть даже винтики. Вот это вот продумали молодцы, мне это понравилось. Есть какая-то инструкция, никому не нужна. Сама по себе коробка обыкновенный картон. Что еще примечательного в этой коробке? Цена достаточно демократична, она низкая. Но опять же, многие из вас опять скажут, зачем я это смотрю, это Intel Atom X5. А вот теперь давайте на секундочку. Что среднестатистический пользователь делает на компьютере, которому нужен мини-компьютер, как рабочая лошадка? Он работает с документами. Эта коробка это может, без каких-либо ограничений. Он смотрит какие-то фильмы. Стриминговые сервисы здесь без проблем. Megogo, Ivi, Netflix. Даже работает FS-клиент. Даже просмотрим торрент онлайн в коде через Кинотренд плюс на движке Elementum. И это тоже у нас заработало без проблем. Тестовые ролики H264 кодек до 4К воспроизводятся отлично. А вот H265 кодек, к сожалению, лагает. Потому что да, у Intel Atom X5, как у бюджетного процессора, нет поддержки этого самого H265 кодек. Что же еще делает пользователь на офисном ПК? Он смотрит фильмы, смотрит YouTube. YouTube 1080p 30 FPS тянет без проблем, 60 FPS, 720p 60 FPS он тоже вытягивает. Можно браузить, не мега огромное количество вкладок открывать, но браузить на нем можно тоже без каких-либо ограничений. А вот насчет гейминга, многие из вас скажут, гейминг на Intel Atom X5, но с появлением GeForce Now сервиса вы здесь можете играть и в Metro Exodus, и в StarCraft. Да, вам придется оплатить отдельно. Кстати, про игры, ссылку именно на вот таких вот мини-компах ложу в описании под видео. Там вот именно мы сделали полный обзор, как играется на мини-компьютере. С этим у вас проблем не будет. Еще плюсом этого мини-PC является именно наличие активного охлаждения. Оно очень тихое, его практически не слышно. И те, кто проектировал раньше Intel Atom X5 мини-компы, они сталкивались с проблемой того, что оно тормозило и тротлило. Да, Intel Atom X5 требует активного охлаждения, здесь оно есть. Достаточно хорошо и тихо работающее. Но еще я хочу вам сказать, что ссылки на этот Belink и на другие мини-компьютеры лежат в описании под видео. Можете пойти ознакомиться с другими обзорами, сравнить, и также ссылки на проверенных продавцов. Ну и также под видео есть кнопка подписаться, нажать колокольчик, чтобы вы не пропустили все наши дальнейшие интереснейшие обзоры, сравнения, батлы, настройки, модификации. Еще очень много всего у нас есть на канале. А также там лежит ссылка на очередную акцию, на очередной розыгрыш. И
переходим, смотрим. Что ж, ну а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бубльгум и Beelink BT4 на канале Технозон. Поехали. Стандартный интерфейс Windows 10. Насколько BT4 отличается от T4, вообще, честно говоря, минимально. То есть я пока что вижу отличие вот этого вот VGA порта и больше ничего. DisplayPort там, VGA порт здесь. То же самое активное охлаждение, кстати, насколько оно шумное, можете услышать. Слышите? То есть вообще очень-очень тихое охлаждение, это мне нравится. Вот именно Intel Atom X5 с охлаждением, с активным, он достаточно неплохо работает в плане офисных задач. Насколько он неплохо работает, давайте с вами смотреть. Для начала проверим у нас конфигурацию. AZV BT4 Intel Atom X5 Z8500 1.44 ГГц. Кстати, в турбобусте, по идее, он должен до 2.55 гоняться. Сейчас посмотрим. Будем наблюдать за быстродействием. Диспетчер задач, подробнее производительность. Так, у нас в состоянии простое процент использования 5-6%, 3%. Слушайте, круто, производительности хватает. Будем наблюдать в динамике. 4 гигабайта оперативной памяти, 60. Так, а сколько у нас хранилища? Давайте оценим, сколько у нас хранилища здесь. По факту 64. У меня уже установлено некоторые игры, установлены программы мультимедийные, поэтому мы тоже на месте не сидели и заполняли память как могли. Насчет активации. Мне многие начали писать, вернее не многие, некоторые, что вот здесь нелицензионная Windows. Я вам объясню, что происходит с Windows 10 от завода ВЗВ. Они покупают огромную корпоративную лицензию на десятки тысяч устройств. Себестоимость одного выпуска порядка $10. Это примерно то же самое, что продают сейчас на eBay, лицензию, ключи продают. Да, это люди покупают огромную лицензию за очень много десятков тысяч долларов и продают потом эти ключи. Тоже по сути сделала и AZV в качестве вот на этих Beelink'ах. В диспетчер устройств зайдем. Так, смотрим. Ну, то, что у нас есть Bluetooth, хорошо. Видеоадаптеры у нас Intel HD Graphics, встроенное ПО устройство. Дисковые устройства, да, это вот Generic SLD 64 гигабайта. Процессоры, вот мы видим X5 Z8500. Больше у нас здесь ничего интересного нет, в принципе, да и не должно быть. Это все-таки мини-ПК какого-то минимального уровня. Давайте оценивать его возможности. Для начала мы должны с вами проверить офисные возможности. Я установил VPS, вернее WPS Office. Он устанавливается из простого маркета. Так как здесь официальный Windows 10, то я думаю, что вам стоит завести Microsoft учетную запись, для того, чтобы из маркета можно было скачивать очень много интересных каких-то приложений. И в частности это возможно. Я установил WPS Office, вы можете свободно установить бесплатно. Вот, пожалуйста, в Writer, это по типу того же самого Microsoft Word, и он отлично работает. Само собой, для выполнения офисных задач Intel Atom X5 он даже избыточен для этих целей. Вот мы видим, что у нас... Так, давайте увеличим шрифт и покопируем какие-нибудь большие объемы для того, чтобы создадим, скажем так, движение в офисе и посмотрим, будет ли он тормозить или нет. Поехали наполнять, наполняем, копирует. Мне главное создать сейчас какой-то огромный документ и понимать, что у нас все в порядке. 23 листа. И он, слушайте, он работает, он реально копирует эти данные, наполняет документ, сколько там у нас, 30 листов. В принципе, такие компьютеры берутся сугубо для офисных задач. Попробуем сейчас еще шрифт увеличить теперь и сделать его до невероятных размеров, этот документ. Вот, 1410 листов. Я думаю, что вполне хороший такой себе документ. Он его без проблем листает на 1411. Да, 1411 листов. И он спокойненько с этим документом справляется. Я понимаю, что если мы сюда вставим какую-нибудь графику, то это все равно не изменит ничего. Потому что действительно этого процессора и объема памяти хватит. Если мы зайдем сейчас в производительность, то мы увидим, что опять же процент использования достаточно низок. Для офисных задач это даже оверкомпьютер. Вот мы сейчас зайдем с вами в WPS Office в Excel, Spreadsheets называется, создадим новый и тоже чего-нибудь такого копернем огроменного. Кстати, WPS очень удобный офис, это такая хорошая себе альтернатива стандартному Microsoft Office,
примеру, из обыкновенного магазина приложений Microsoft Store. Давайте с вами скопируем хотя бы на пару тысяч строк и посмотрим, насколько тормозит или не тормозит документ. Сделал на 6000 строк, и тоже у меня как бы вот строки у нас слева листаются постранично, мы листаем пейджапом, то есть у нас нет вопросов в редактировании, в тормозах интерфейсов. Давайте попробуем увеличить немножечко с вами текст. Давайте просто его увеличим. И все у нас происходит вполне на хорошем уровне. То есть у нас документ абсолютно рабочий. Не знаю, нет у меня никаких претензий именно по офисному варианту исполнения этого мини-ПК. Ну, презентации мы вообще даже не рассматриваем. Тут как бы без вариантов. Все будет работать и так. Мультимедийные возможности. В качестве мультимедиа вы можете на нем смотреть какие-то фильмы, в частности, используя стриминговые сервисы типа Megogo, FS-клиент, Netflix. Мы с вами обязательно сейчас проверим проигрывание тестовых файлов, но вы должны понимать, что Intel Atom X5 это коробочка, которая не способна декодировать аппаратно H265 кодек. Но в коде, например, если вы будете использовать Kinotrends, Elementum, это все будет работать без каких-либо проблем. Также вы можете смотреть IPTV. Я попробую это все для начала на OTT-плеере. У нас загрузилось, мы видим, что это лэптоп, плейлист Fox TV. Поехали, Extreme Sport HD. У нас заработал HD канал, это не пережатый HD поток 1080p. Давайте, Food Networks Россия, плюс у нас Phoenix Кино заработал, Мульт HD какой-то. У меня вопросов по воспроизведению IPTV телевидения нет. Поэтому на этом мини-компьютере вы можете без проблем смотреть программы телепередач. С IPTV понятно. Что у нас по фильмам? FS-клиент. Классная штука, которая есть тоже в обыкновенном Microsoft Store. Любой фильм берем, он в Gemini есть, файлы выбираем. Поиск везде. Сейчас выберем файлы, источники искать везде. И выберу, вот у нас есть дубляж, лицензия 1080p. Поехали. Сразу у нас фильм начал воспроизводиться. Это хорошо. То есть вы сможете через FS-клиент спокойненько устроить себе даже небольшую развлекуху на работе, в наушничках, воткнули, посмотрели. Нет, я шучу. На самом деле он даже подходит для домашнего пользования. То есть если вы печатаете тупо документы и смотрите кино, то более чем вам этого достаточно. FS-клиент справляется с воспроизведением таких вот фильмов, как Gemini. Это хорошее качество, достаточно, 1080p. Также у нас работает Netflix, но я боюсь, что сейчас рубанет мой рекордер. Мы, конечно, сейчас попробуем. Такие стриминговые сервисы, как Megogo, тоже абсолютно нормально работают. Кстати, все это благодаря, вот мы запустим сейчас какой-нибудь фильм, поехали, там, «Мамочки», 2015 год, Россия, он требует вход. Вот, Паркер запустим, классный фильм со Стэтхэмом, обожаю. И все тоже работает, стриминговые сервисы, вообще не вызывают никаких вопросов. Вот вы просто включили, просто запустили фильм, и это будет воспроизводиться. Отлично. Но благодаря чему это все возможно? Это возможно благодаря достаточно мощным сетевым модулям. И мы должны с вами проверить. Давайте посмотрим спид-тест в маркете, именно в простом маркете. Выберем с вами, введем с вами спид-тест. Он у нас выбился первый. Нажимаем «Установить». Запустим его. Само собой, у вас нет здесь, да, разрешаем доступ, у вас здесь нет такого мега отклика интерфейса, как это происходит на Intel Core i7. Но он достаточно быстр, то есть сам по себе интерфейс отзывчив и никаких тормозов нет, именно благодаря наличию активного охлаждения. Обычно недоработка компаний, которые выпускают на Intel Atom X5 какие-то домашние решения для несложных задач, это в отсутствии активного охлаждения. И само собой Intel Atom X5 начинает тротлить. Тротлинг присущ не только для ARM процессоров, но и для Intel платформы. Вот, пожалуйста, мы включили с вами тестирование LAN RJ45. Это 840, больше 800 мегабит на загрузку. И в районе 700, даже больше 700 мегабит на выгрузку. Это суперские показатели. Мы обязательно должны с вами еще протестировать Wi-Fi. Отключаем LAN RJ45 и подключаем его к Wi-Fi 5 ГГц. Благо здесь Wi-Fi 5 ГГц есть. У нас все подключено, нажимаем тестовый наш сервер.
и нажимаем начать. При том, что это мега дешевый мини-компьютер, на 5 ГГц он показывает скорость в районе 200 мегабит, даже больше 200 мегабит. При этом стабильную скорость 270 даже. Это очень классный результат, и это на загрузку. На выгрузку мы сейчас с вами дождемся окончания теста. 213 мегабит на выгрузку. Этого достаточно не то чтобы для хорошей работы. Вы торренты можете закачивать на внешний жесткий диск. Это правда. Давайте 2,4 ГГц проверим обязательно. 2,4 ГГц подключили, обратно выбираем наш тестовый сервер, начинаем тестировать. 2,4 ГГц тоже показали достаточно неплохой результат. Это средний результат, даже немножко выше среднего. 30 на загрузку, 41 на выгрузку. И вот действительно сетевые модули дают нам тоже преимущество в плане реализации мультимедийных возможностей. Ну и само собой Netflix тоже работает. Я вам покажу, что он поддерживает HD 5.1, но если я включу воспроизведение фильмов, к сожалению, мой рекордер рубанет и я получу черный экран. В Netflix стоит защита для того, чтобы я не мог записывать эти самые фильмы. Ну вот, например, выберем с вами сериал Дракула, он покажет, что он поддерживает и Dolby Atmos, и HD. Ну, в данном случае это будет в режиме по стру, не знаю, выведет Dolby Atmos или нет, но Dolby Digital будет точно. Вот, мы видим HD, это полноценный Netflix, потому что у нас сейчас, во-первых, разрешение стоит 1080p. Выходим из Netflix. Следующим этапом погоняем с вами тестовые файлы на Dolby Digital. Dolby Digital и DTS тестовые файлы. Проигрываем мы это все в режиме HDMI Bitstream, в режиме Pass-Through и пробуем, что у нас получится. У нас есть поддержка Dolby Digital Plus. У нас, сейчас посмотрим насчет True HD звука. Я сильно сомневаюсь, что True HD звук будет. Нет, True HD нет, он у нас никак не декодируется, он просто вообще просто никак не декодируется. Поэтому мы понимаем, что Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PL2 Movie будет работать. DTS у нас есть транскодирование звука, и сейчас мы с вами запустим DTS HD. Не знаю, насколько он заработает, я думаю, что тоже нет, потому что это все-таки Intel Atom X5. Тоже он как простой DTS работал у нас. Поэтому вот насчет DTS мы с вами понимаем. Пойдем с вами в коде и запустим с вами какой-нибудь тестовый ролик. Посмотрим, насколько он декодирует или не декодирует какие-нибудь видеоролики, тестовые видеоролики. Для того, чтобы мы понимали, сможем ли мы на нем смотреть фильмы с того же USB диска. Вот наши тестовые файлы. Давайте, LG Barcelona 4K. LG Barcelona 4K работает, но это H264 кодек. Нам нужно проверить с вами и H265 кодек. Давайте, Sony Triluminous Demo, вот он будет, скорее всего, тормозить. Посмотрим. Нет, Sony Triluminous Demo работает, слушайте. Мне нравится. Давайте посмотрим в настройках видео. Это у нас тоже H264 кодек. 3840 на 2160. 4К ролик в H264 у нас идет отлично в коде. Давайте пробуем 4К Cars and Ships. Он тоже воспроизводится. Смотрим в настройки видео. Это тоже H264. Хорошо, H264 мы с вами увидели. А что же у нас H265 кодеком? Например, на битрейте 120 Mbps 10 бит. Я думаю, что здесь будут проблемы. Как в принципе и у любого Intel Atom, потому что там нет аппаратного декодирования этих самых кодеков. Ну и проверим с вами торренты онлайн. Проигрывание. Где у нас там Человек-паук? Вот, Человек-паук вдали от дома. Все-таки сетевые модули здесь неплохие. Поехали. Blu-ray диск, какой-нибудь Remux 25 гигабайт. В принципе, 1080p решение с Blu-ray, вернее, с торрентов вы сможете на этом смотреть с помощью того же движка Elementum и в паре с кинотрендом. Вот, пожалуйста, вы это можете сделать. И вы знаете, это пошло. Это пошло, еще и пошло в Dolby Digital. Отлично, сейчас мы дождемся первой сцены, потом проиграем еще какой-нибудь фильмец и будем уже продвигаться дальше. Первая сцена проигрывается, тут сейчас поедет Audi Q8, все супер. Все супер, коди мы с вами закрываем. Все, здесь у нас как бы вопросы закрыты. Осталось проверить у нас YouTube в Google Chrome и вообще браузинг, потому что, ну, компьютеры берут для браузинга какого-то. Давайте, YouTube,
Мы должны понимать, насколько он, YouTube, сможет проиграть, например, там 1080p или 4К. Ну, 4К, я уверен, что на Intel Atom X5 это утопия. Поэтому мы будем с вами проигрывать 1080p. Идем на наш второй канал, 4K GeoPlaces. Вот, кстати, загрузился сразу же первый ролик. Мы его воспроизведем. Это у нас сейчас проигрывается 1008. Давайте 2К включим сразу, посмотрим, что у нас получится. Как я и говорил, 2К это не то. Сейчас проверяем Full HD решение, потому что это 30 FPS, чтобы вы понимали. Надо это остановить пока, потому что он просто мне подвисает систему. Давайте Full HD пробуем. Ну, в принципе, Intel Atom X5 здесь не преподнес нам сюрпризов. И рассчитывать на то, что он будет играть YouTube, допустим, выше 1080p было глупо. Вот серьезно вам скажу. Но 1080p этот TV-бокс в полноэкранном режиме декодирует именно в YouTube 30 кадров. 60 можете даже не рассчитывать. Вот 720p 60 fps он проиграет. 1080p только 30 fps. Но все-таки это все идет. Это, кстати, снимал лично я. Яхточки. Классная была погодка. Выходим из YouTube. Пускай он себе там что-то проигрывает. Пусть проигрывает. Поехали, откроем с вами пару новостей. Новостной сайт. Открою Amazon. Открою еще eBay. Вот. И все эти сайты я сейчас пооткрываю. При том, что у нас идет сейчас звук, обратите внимание, то есть видео проигрывается в фоне. Мы видим, что у нас звук идет, значок звука не пропадал. Новостной сайт открылся, он скроллится нормально. Amazon тоже открылся, загружается. eBay. Сейчас мы откроем eBay. Тоже это все работает. Тоже на Intel Atom X5 рассчитывать, что вы откроете десятки вкладок и это будет все классно работать, нет, не стоит. Потому что это все-таки слабоват процессор. Здесь зависит все именно от процессора. Если мы зайдем сейчас с вами в диспетчер задач и посмотрим на производительность, то мы с вами увидим, что у нас процессор загружается в пиках до 100%. Это то, что мы сейчас вышли, конечно. Он упал в своей производительности. Но давайте, вот, пошел он набирать 1.77. Мне интересно, кстати, какую производительность он достигнет максимальную. Память у нас загружена на чуть больше половины, и у нас он берет из Ethernet что-то. Поэтому он пойдет для неагрессивного браузинга. 1080p с натяжкой в одном окне YouTube. 720p он будет проигрывать без проблем. Ну и, конечно же, не огромное количество каких-то тяжелых сайтов. Ну и игровые возможности. Если кто-то думает, что на этом нельзя ни во что поиграть, то давайте сначала запустим World of Tanks. Так сугубо для того, чтобы показать, что он работает. Ну а следующим этапом мы с вами запустим GeForce Now игры. StarCraft 2, еще какую-нибудь хрень, может быть даже PUBG. Посмотрим. Воу, танчик-то мой погиб и требуется ремонт. Я просто со своими тестовыми обзорами уже подубил свой World of Tanks, забросил, не играю. Надо отремонтировать. Давайте быстренький какой-нибудь танк возьмем, быстренько сольемся и посмотрим дальше. Поехали. Ну, это все работает. У нас выдает на средних настройках около 40 FPS. Это более чем вполне играбельно. Давайте посмотрим дальше. Куда ты врезался в меня? Вернее, я в него врезался. Слушайте, мне нравится, как это работает. На Intel Atom вот очень хорошо, что есть активное охлаждение. То есть можно, я вот пробую коробку, она теплая, она не супер горячая, она теплая. Хотя я вам скажу, я это показываю, конечно, в тестах, я не советую играть вот в супер какие-то игры на таких решениях, да в принципе это и невозможно. Кроме как стриминг типа GFN, я не советую играть в тяжелые супер игры, пытаться, по крайней мере, их ставить. Мало памяти, вернее мало хранилища, да и процессор далеко не тот, ну и с видеоадаптером. Да слейте же меня уже, а! Сейчас еще может в кого-то попадем, попали. Пойдет. Меня сейчас очень быстро сольют. Бам. Давай. Стрельнул. Еще стрельнул. Меня. Давайте, досливайте уже быстрее. Все. Слили. Закрываем этот нафиг World of Tanks. И остается у нас Nvidia GeForce Now. Мы уже показывали видео, где мы играли на Beelink T4. Практически здесь то же самое. Запущу. Я не знаю. Tomb Raider есть смысл запускать? Нет. Если есть, мы все равно его запустим. Поехали, поиграем. Загружается Tomb Raider.
О, Tomb Raider загрузился, и играем мы с клавиатурой и с мышкой. Обожаю играть на мини-компах, потому что здесь вот реализация простого компьютерного гейминга, и это круто. Воу, куда нас несет, куда нас несет? Куда-то я чуть не упал, чуть не разбился. Сейчас нам надо будет еще перепрыгнуть, здесь одно дело, где я постоянно падаю. Вообще работает это замечательно, ребят, просто... Оу, я перепрыгнул, еще давай прыжок. Замечательно работает. Еще прыжок. Куда меня несет? Куда? Чуть-чуть не упал. Куда здесь надо посмотреть? Что здесь надо сделать? Давай, прыжок. Есть. Побежали дальше. Ну, не знаю. Для тех, кто мне часто не верит, что... Ай-яй-яй-яй, что мне надо сделать? Что мне надо сделать? Давай. Бляха-муха, нас раздавило. Короче, по полной программе. Выйдем из Лары Крофт, ну его страшная игра такая вообще невероятно. И давайте что-нибудь еще в Близзарде сыгранем. Но в самом Близзарде мы игранем, наверное, в Диабло, в третью часть. Тара-тара-та-там. И тоже мы здесь играем без проблем. Давайте какую-нибудь фигню вызовем, тут побегаем, попрыгаем. Короче, GeForce Now способен играть даже на смартфонах и на дешевых смарт-ТВ-боксах. Я не говорю уже о том, что он может нормально работать на таких вот мини-компах, как этот. Поэтому готов пройти и прорезюмировать данное видео, но с этим у нас проблем нет. За такие деньги я считаю, что если вам не нужно ничего, кроме офисного момента, плюс какого-то небольшого медиа и несложные игры, даже без GFN Root, если брать, то это достаточно неплохой вариант, несмотря на то, что здесь стоит Intel Atom X5. Ну и, конечно же, учитывая его цену, мы рекомендуем данный мини-PC, но с учетом его возможностей. Если вы планируете на нем шпилить в какие-нибудь мега тяжелые танки полноценные, этого у вас не получится. Здесь стоит Windows 10, она активирована, и многие скажут, что это не лицензия, это лицензия. Они покупают корпоративную лицензию на десятки тысяч устройств. Поэтому неплохой вариант для начального уровня ПК для дома. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.